Сегодня делюсь с вами рецептом, который мне очень нравится. Эти блины могут быть и десертом, и завтраком, и перекусом. Знаете, что мне в этом рецепте больше всего нравится? То, что он одновременно и интересный, и повседневный. Кстати, если вы еще не подписались на мой канал, обязательно это сделайте. Здесь регулярно делюсь такими вот простыми, но очень вкусными рецептами. И не забудьте сохранить этот рецепт, чтобы не потерять. Уверена, он вам еще пригодится. Первым делом беру тыкву и натираю ее на мелкой терке. Именно на мелкой, потому что тыква у нас будет готовиться прямо в блинах, без предварительной обработки. Они станут мягкими и нежными, придадут блинам удивительный вкус и красивый цвет. А список всех продуктов для этого рецепта, как обычно, вы найдете в описании под видео. Теперь беру отдельную миску, разбиваю туда яйца, добавляю сахар, потом щепотку соли для баланса вкуса. Многие недооценивают роль соли в сладких блюдах, а зря. Она подчеркивает вкус, делает его более ярким. И ванильный сахар. Он придаст нашим блинам приятный аромат. Хорошенько все перемешиваю. А теперь самое интересное. Кладу туда нашу натертую тыкву. Ничего не отжимаю. Дальше начинаю чередовать. Добавляю муку и молоко. Сначала немного муки перемешиваю, потом молоко и снова перемешиваю. Так тесто получается более однородным, без комочков. Замешиваю тесто. Кстати, в заставках к этому видео я оставлю ссылку на рецепт похожих блинов с творожной начинкой. В нем тыкву предварительно отварила, так что можете посмотреть оба варианта и выбрать, какой вам больше нравится. Заглядывайте в заставки и в описание к видео. Там я подбираю рецепты, которые могут вас заинтересовать. И вот еще что. Если у вас есть блендер, вы можете взбить уже готовую массу. Получится более однородная консистенция. Но сегодня покажу именно вариант с натертой тыквой. Потому что, во-первых, не у всех есть блендер, а во-вторых, вы можете посмотреть, как будет в таком случае. В самом конце добавляю растительное масло. Хорошо перемешиваю. Теперь важный момент про муку. Вам может понадобиться немного больше или меньше муки, чем указано в рецепте. Это зависит от того, насколько сочная у вас тыква. Разные сорта дают разное количество сока, но в любом случае, повторяю еще раз, не советую все же отжимать тыкву от сока. Спасибо вам за теплые слова в комментариях, мне очень приятно их читать. Они вдохновляют готовить для вас новые рецепты. Пишите, что получилось, делитесь своими впечатлениями. Пока тесто настаивается, отставляю его в сторону минут на 10-15, чтобы мука хорошо разошлась. Приготовлю начинку. Беру яблоки, очищаю от кожуры. А с оставшейся кожуры сварила компот. Очень вкусно получилось. Удаляю середину с семечками и режу яблоки кубиками, но не очень крупными, средние такие кусочки, чтобы удобно было заворачивать в блины и чтобы они хорошо протушились. Ставлю сковороду на огонь, кладу туда сливочное масло, высыпаю яблоки, перемешиваю. Добавляю смесь корицы и мускатного ореха. Можно обойтись одной корицей, тоже будет вкусно. Начинаю тушить на медленном огне. Вот здесь важно не торопиться. Нужно, чтобы жидкость постепенно выпарилась, а яблоки стали мягкими и ароматными. Время тушения зависит от сорта яблок. Некоторые готовятся быстрее, некоторые дольше. Кстати, о сортах яблок. То, сохранят ли яблоки свою форму, зависит не только от времени тушения, но и от сорта. Отставляю готовую начинку. Дальше разогреваю сковороду для блинов. Наливаю тесто и распределяю по всей поверхности. Маленькие кусочки тыквы очень хорошо видно. Тыква дает блинам бархатистую текстуру и сливочный вкус. Это очень вкусно, даже без начинки. Готовые блины выкладываю на тарелку. В середину каждого блина кладу наши тушеные яблоки. Сворачиваю блин так, чтобы начинка была видна. И финальный штрих – поливаю медом. Мед с тыквой и яблоками – это просто идеальное сочетание. Блины яркие, аппетитные, а вкус просто великолепный. Тыква дает бархатистый сливочный вкус, который прекрасно сочетается со сладкими яблоками и медом. Эти блины хорошо в любое время дня. Утром с чашкой кофе или чая – прекрасный завтрак. Днем как перекус, вечером как десерт. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита!